Национальное бюро Канады по кинематографии представляет «Мистический мозг». Фильм Изабель Рейно. Продюсер Колет Лумед. Надпись на плакате «Бог в мелочах». Была не была. Винсан Пакет, научный сотрудник лаборатории нейробиологии мистических переживаний. Добрый день, я хотел бы поговорить с сестрой Розеллой. Сестра Розелла. Здравствуйте, как поживаете? Итак, мы вас ждем? Нет. Почему? Стоило нам сообщить сестре Диане и другим сестрам-кармелиткам, что мы хотим исследовать их в момент мистического переживания, как все отвечали, что это невозможно. Но они могли бы попробовать припомнить такой опыт. А когда мы предложили провести эксперимент, в котором надо было бы вспомнить о мистическом переживании, то в нем согласились участвовать 5 монахинь-кармелиток. Алло, сестра Денис. Очень непросто убедить кармелиток, живущих в уединении монастыря, оставить свою обитель, чтобы принять участие в подобном исследовании. Конечно, монастырь монастырю рознь. Поначалу они смеялись над нашей наивностью и говорили, что уж в мозге-то мы точно не найдем Бога. Нас интересует главным образом, что происходит в мозге во время чтения молитвы. Самолет уже вылетел, они в пути. Она будет здесь через 20 минут. Китайское гадание гласит хорошие новости издалека. Рейс 106 отменен. Монахиня, которую я жду, прибудет намного позже. Словно какая-то сила препятствует этому исследованию, но мы не сдадимся. Марио Борегар, Университет Монреаля. Люди высказывают самые полярные мнения по этому вопросу. Одни говорят, мозг создал Бога, другие, Бог создал мозг, чтобы им пользоваться. Это интересные философские вопросы. Даниэль Данет, философ, Университет Тафтс, Бостон. Я думаю, монахини-кармелитки поступили мудро, согласившись участвовать в таком эксперименте. Они стремятся узнать, что происходит в их собственном мозге. Это только начало, мы понятия не имеем, какой будет результат. Старт, мистика, 5 минут. Изучать подобные явления очень непросто. Во-первых, люди не горят желанием этим заниматься. Они боятся допускать точную науку в область столь деликатных переживаний. Мы раньше жили за городом. У меня было много времени на размышления. Уже с детства я был убежден, что глубинная сущность человека, душа, если хотите, как-то связана с мозгом, но не ограничена только им. Эти два понятия нельзя свести одно к другому. В детстве я думал, когда вырасту, стану ученым и докажу это.
Что это может быть? Нейроны, проводящие духовность, или разделы мозга, отвечающие за духовность? Это вопросы, интересные для науки, в той мере, в какой наука вообще интересуется религией или такими абстрактными понятиями, как эмоции, сознание, разум, духовность. Философы много тысяч лет пытаются понять, что такое ум. И только недавно у нас появились технологии и научные дисциплины, способные нам в этом помочь. Философы пока не решили, по душе им это или нет. Боятся, что у них уведут тему. Я из тех, кто думает, что это хорошо. И перед нами открывается поле для исследования гораздо более интересное, чем прежняя философия. Теперь мы располагаем всеми этими чудесными инструментами, раскрывающими нам глаза на то, как функционирует мозг и как работает наш ум. Университет Монреаля, Квебек. Куда мы идем? Мы ведем вас в звуконепроницаемую комнату. Это лаборатория, где мы записываем ЭЭГ. А что такое ЭЭГ? Электроэнцефалография — технология, позволяющая измерять электрическую активность мозга. Это и есть звуконепроницаемая комната? Да, она изолирована от электромагнитного поля и полностью звуконепроницаема. Очень хорошее место, чтобы испытать единение с Богом. Прекрасно. Готовы? Удачи! Начинают появляться замедленные волны. Вот здесь. В состоянии измененного сознания во время медитации мы часто наблюдаем появление тета-активности. Тета-активность сопутствует состоянию сна. Это состояние расслабления, но во время него, тем не менее, происходят какие-то когнитивные процессы. Чтобы в течение долгого времени поддерживать высокую степень концентрации, которая характеризуется тета-активностью, требуется специальная подготовка. Мария Регина де Альбукерк-Мело, Орден Кармелиток-Мирян, Квебек. Это очень необычно не только для меня, для вас тоже. Для всех. Это обращение к внутреннему миру. Мы ограничены с точки зрения технологий и науки. Далеко не все можно непосредственно измерить с помощью доступных нам сегодня инструментов. Очевидно, что мы не можем измерить душу и другие подобные явления. Мы даже не уверены в том, что у души есть материальный вес и занимает ли она место в пространстве. Обычно мы считаем, что душа или я находится здесь, в центре сердца. Но теперь, пусть даже не ясно, можно ли найти душу или нет, люди все больше считают, что она в голове, а не в сердце. У нас есть душа. Наше сознание устроено так, что в нем заложено зерно нашей моральной ответственности. То, что делает нас особенными в моральном отношении, достойными любви и способными нести ответственность. Однако это не что-то нематериальное. Это совокупность клеток, материальных клеток. А что такое клетки? Нейроны, глиальные клетки. Что такое клетки в мозгу? Крошечные роботы, биороботы. Каждый из них туп как пробка. Ни один из них не знает, кто вы, и знать не хочет. Но все вместе, они — это вы. И эта команда и есть ваша душа.
Неврологи сталкиваются со многими проблемами. Некоторые из них, такие как хронические головные боли, ишиалгия, невралгия, уже успешно решены. Но ученые продолжают исследования, чтобы лучше понять, как работает мозг и нервная система человека. Эстер Стернберг, доктор медицины. Если вернуться во времени назад, далеко назад, то мы увидим, что до XVI века люди не знали, чем занимается мозг. Еще сравнительно недавно для изучения мозга ученые располагали лишь собственными глазами и анатомическими инструментами. А затем, в XIX и XX веке, появились биохимия, клеточная биология и гистология. Люди стали понимать, что мозг состоит из множества небольших частей, и каждая из них контролирует определенную функцию. Начните со среды. Вторник, среда, вторник, понедельник. Хорошо. Начните со среды и перечислите в обратном порядке. Среда, вторник, понедельник, воскресенье, суббота, пятница, четверг. Теперь снова до среды. Наука имеет дело с коррелятами. В отношении мистических переживаний мы говорим о коррелятах и ассоциациях. Какая часть мозга задействована больше всего во время мистического переживания? Это пока все, что нам известно. Это позволяет нам измерить численное значение воздействия мистических переживаний на мозг. Теперь мы наконец-то можем подойти к изучению этих вопросов с научной точки зрения. Конференция нейрологов Сан-Диего, Калифорния. На этой конференции мы раз в год или раз в 2 года представляем самые интересные, самые значительные результаты. Сколько ожидается посетителей? От 32 до 38 тысяч. Из каких стран? Отовсюду. Со всего мира. Наш плакат наверняка единственный о духовности. Мы представили предварительные результаты исследований, проведенных с 7 кармелитками. Вот здесь то, что я называю шкалой мистического переживания. Я представляю журнал «Наука и жизнь». Джеффри Шварц, исследователь в области нейрологии и психиатрии из Калифорнийского университета. Умственная деятельность сама по себе может оказывать воздействие на мозг. На этом плакате и на других свидетельства в пользу этой теории. Это не редукционистский подход, и мы с профессором Боригаром уверены, что он может быть особенно полезным с точки зрения благополучия общества. Марио сканировал ваш мозг? Нет, но мы это обязательно сделаем. Я надеюсь, когда-нибудь мы это сделаем. Должен сказать, не так много людей, кому я доверил бы сканировать мой мозг. Откуда вы знаете, что все, что указано здесь, происходит именно в тот момент, когда они испытывают пик мистического переживания? Мы попросили их подать нам знак, но они сказали, что это невозможно, потому что это выведет их из состояния сосредоточения. Это должно быть очень трудно. Да, очень трудно. Им это тоже очень трудно. У нас в нашем центре Ричард Дэвидсон занимается похожими исследованиями. Они работают с тибетскими буддийскими монахами и наблюдают подобные явления. У них есть очень многообещающие результаты. Лично я в этом не участвую непосредственно. Эту работу возглавляет Ричард Дэвидсон. Университет Висконсин, Мэдисон. Матье Рикар, буддийский монах, французский переводчик Далай-ламы. Удивительно, мы занимаемся физическим здоровьем, учимся чему-то, заботимся о материальном благополучии, но практически не пытаемся усовершенствовать работу сознания, хотя именно это и определяет качество жизни. Как ни парадоксально, именно этому мы практически не уделяем ни внимания, ни времени, и мы не знаем, как устроен наш разум.
Это досадно, поскольку в этом нет никакой мистики. Это не слишком сложно, необходимо лишь приложить немного усилий. На самом деле, в результате тренировки ума развиваются определенные качества: ясность, спокойствие, понижается чувствительность к воздействиям извне. Juste qu'on fonce parce qu'on est vraiment en retard. Non, on y va, mais c'est... That's okay? Yes, that's good. Good. Would you like to come with me? Okay. Что конкретно вы будете изучать? Мы будем наблюдать участки, активирующиеся в так называемом мистическом состоянии и сравнимых с обычным состоянием. То же самое, что и при снятии ЭЭГ. Трудность заключается в том, что аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии производит много шума. Работающий аппарат производит шум порядка 120 дБ. Это сравнимо со звуком пролетающего мимо реактивного самолета. Однако с помощью определенных технологий нам удалось понизить уровень шума до вполне терпимого. Старт. Обычные переживания 5 минут. Похоже, все в порядке. Она не зажгла лампочку, ничего не говорит. Кажется, все хорошо. Неизвестно, удалось ли ей войти в нужное состояние, не отвлекаясь на шум, но это мы узнаем позже. Все прошло хорошо. Субъективное переживание было менее интенсивным, однако, несмотря ни на что, ей удалось достичь единения с Богом. Если ген религиозности и существует, то у меня он наверняка есть. Атрибуты религии, ритуалы, музыка, искусство играют достаточно заметную роль в моей жизни, но ни в коем случае не доктрины. На мой взгляд, они совершенно неправдоподобны и абсурдны. Доктор Майкл Персингер, Университет Святого Лаврентия. У каждого биологического вида есть врожденная ахиллесова пята, зерно его разрушения, заложенное в генетическом коде. У динозавров это был размер. Для людей же, как это ни печально, таким зерном может оказаться наша духовность, если мы не сможем ее понять. Вспомните, скольких людей убили во имя Бога на протяжении всей истории. Во имя разных богов мы подчиняем себе других, потому что их вера отличается от нашей. Мы используем это как оправдание для уничтожения целых народов. Так что мы должны понять физическую природу и границы религиозного переживания. Университет Святого Лаврентия. В Онтарио некто Майкл Персингер из Университета Святого Лаврентия изобрел нечто похожее на шлем, который по очереди стимулирует левую и правую височные доли с помощью слабых электромагнитных волн, чтобы вызвать переживания, похожие на мистические, у людей, которые не являются ни мистиками, ни особо религиозными. Они называют это шлем Бога. Некоторые люди, возможно, испытают определенные религиозные переживания, например, ощущение чьего-то присутствия в лаборатории.
Перед нами не стоит задача доказать или опровергнуть существование Бога. По большому счету, нам это безразлично. Что нас интересует, это участки мозга и способы воздействия на них, которые вызывают такое сильное чувство божественного присутствия. Yes? Okay, so keep your eyes closed, and here we go. Он хочет показать, что если подобное переживание можно получить воздействием на мозг, значит его источник только мозг и ничто иное. И что это не имеет никакого отношения к внешней, независимой от человека реальности. Мы стимулируем его мозг в правом полушарии частотно-модулированным магнитным полем. И это должно вызвать ответную реакцию, которая позволит испытуемому ощутить первую стадию мистического присутствия. Это эксперимент. Результаты могут быть самыми неожиданными. Подумайте, сколько людей пребывало в подавленном состоянии, не зная, в чем смысл жизни, и вдруг, испытав религиозное переживание, они буквально ожили, по-другому посмотрели на себя, наконец-то обрели цель. А ведь это было одно единственное космическое явление, которое длилось не более мгновения. Кстати, именно так все было у Билли Грэма. Если мы сможем воспроизвести подобное переживание с помощью электромагнитного воздействия, подумать только, какие это откроет возможности для лечения депрессии без привлечения всего того, что сопровождает официальную религию. Любопытно. Вопрос в том, произвело ли это на него воздействие достаточно сильное, чтобы он его осознал. Ясно, что в мозге произошла реакция, это очевидно. Взгляните сюда. Это лобная доля. Очень необычно. У меня было такое ощущение, вокруг вашей головы двигалось электромагнитное поле. А у вас не было ощущения, что рядом с вами что-то находится, может, другое существо? Нет. Нет, совсем ничего? Просто переживания, сменяющие друг друга? Да. У меня для тебя новости, не очень хорошие. Я получил письмо из Комитета по науке Неврологического института в Монреале. Решение отрицательное. Нам отказали. Наш проект не приняли. Мы планировали провести третье исследование, чтобы изучить, что происходит с серотонином, одним из важнейших нейромедиаторов, содержащихся в мозге. Это исследование позволило бы нам продвинуться в наших изысканиях и выяснить, имеет ли серотонин отношение к так называемым мистическим переживаниям. Единственное место, где мы еще можем использовать тот же самый радиоактивный маркер для изучения серотонина в мозге, это университет Уэйн в Детройте. Конечно, этот отказ нам все усложняет. Скажу откровенно, когда занимаешься подобными исследованиями, попадаешь в своего рода изоляцию и даже подвергаешься остракизму. В научной среде все еще преобладает почти религиозное убеждение, что все можно объяснить на молекулярном уровне. Мы же стараемся обратить тех, кто верит в религию материализма. Мы проведем только 2 исследования — ЭЭГ и функциональную магнитно-резонансную томографию. Но даже 2 таких исследования с кармелитками уже большое достижение. Хорошо бы провести и 3-е исследование, чтобы получить больше данных с точки зрения нейрохимии. Но придется отложить это на будущее. Тем, кто занимается сейчас подобными исследованиями, приходится очень нелегко. Они сталкиваются с огромным сопротивлением, точно так же, как Ханс Селье в 60-е годы, когда он пытался дать определение стресса. Доктор Ханс Селье — первый исследователь стресса. Для того, чтобы понять природу открытия,
Необходимо учитывать, что в этом процессе есть два этапа. Первый — определить проблему, и второй — найти решение. Как ни странно, очень немного людей, обладающих двумя этими талантами одновременно. Есть те, кто обнаруживает проблемы, и те, кто их разрешает. Могу сказать, что я по своей природе более склонен заниматься поиском и обнаружением проблем. Но в дальнейшем я никогда не погружаюсь в их изучение достаточно глубоко. Наука — это поиски неизведанного. Но ученые — существа крайне консервативные. Они предпочитают держаться все вместе, можно сказать, в стае. Они находятся под влиянием консервативных общих тенденций, а также учреждений, финансирующих исследования. Я бы сказал, что если вы действительно занимаетесь исследованием чего-то по-настоящему нового, вас никогда не будут поддерживать ни современное общество, ни коллеги. Это невозможно в принципе. Многие ученые в области нейрологии сегодня считают людей биологическими роботами, чьи действия и реакции обусловлены и контролируются электрическими и химическими процессами в мозге, а также в большой степени предопределены генами. Это распространенная точка зрения. Мы же хотим показать, что это не так. Человек не биологический робот. Конечно, человек — это очень сложный биологический механизм. Но сознание и умственная деятельность — это нечто большее, чем результат электрической или химической деятельности мозга. Ум отвечает за организацию работы мозга. Где же он находится? Должно быть там же, где и мозг, который он организует. Однако сам ум — это способ взаимодействия друг с другом различных частей мозга. В этом, и, возможно, только в этом отношении, он подобен операционной системе вашего компьютера. С давних времен люди проводили очень четкое различие между мозгом и телом, между тем, что расположено выше шеи, и тем, что расположено ниже. Я думаю, все началось в XVII веке с Декарта, который попытался найти объяснение болезням. Тогда было сделано очень важное открытие о том, что любой болезни сопутствует анатомическое отклонение. Понадобились сотни лет, чтобы выйти за пределы этого представления. Так Фрейд, который был нейроанатомом, в итоге разочаровался в нейроанатомии, поскольку не мог объяснить причины умственных расстройств, которые наблюдал ежедневно. И тогда он обратился к единственному доступному ему средству — к прошлому пациента. С тех пор наука проделала огромный путь. Сегодня мы можем наблюдать за работой мозга. Мы видим, что болезни, связанные с эмоциональными расстройствами, сопровождаются химическим дисбалансом в нейропередатчиках и гормональными нарушениями. Университет Висконсин, Мэдисон. Ричард Дэвидсон. Как можно улучшить эмоциональное состояние людей с хрупкой психикой? Как сделать их более устойчивыми? Как сделать их счастливее? Это вопросы, которые нас очень интересуют, и именно поэтому мы начали изучать медитацию. Ведь медитация — это совокупность процессов, призванных облегчить страдания людей и сделать их жизнь благополучнее.
Похоже на парикмахерскую в Индии. Буддизм — это эмпирический подход к исследованию мозга и тренировке ума. Если бы эти процессы не подтверждались наукой, это могло бы дать повод для беспокойства. Ведь нам нужна некоторая степень внутренней уверенности, но ни в коем случае не слепая вера, которая не нуждается в доказательствах. Трансформация в процессе медитации происходит за счет внутренних изменений. Как еще ум может приобрести такие качества, как мудрость, сострадание, альтруизм, внимательность, если не путем тренировки? Для приобретения любых навыков и знаний необходимо приложить усилия. На Западе думают, что медитировать значит сидеть под манговым деревом в состоянии блаженства, и все, что надо делать, это сидеть и постараться избавиться от всех мыслей. Но это заблуждение. Конечно, сперва надо навести порядок. У нас столько случайных, навязчивых мыслей. Надо научиться брать свой ум под контроль. Внутренняя свобода не означает, что мы должны следовать за любой мыслью. Это можно сравнить с мореходом, который не отдается на волю течения, но вместо этого берется за штурвал и сам решает, куда он поплывет. Чтобы добиться определенного состояния ума, нужно приложить к этому усилия. Именно здесь на первый план выходит понятие медитации и веры. Люди на Западе твердо убеждены, что здоровье равнозначно отсутствию болезней. Однако здоровье — это нечто гораздо большее. В этот раз мы попросим вас во время медитации фиксировать интенсивность ваших переживаний. Мы изучаем мозг буддийских монахов и других опытных практикующих, которые в течение своей жизни посвятили тренировке ума по меньшей мере 10 тысяч часов, а некоторые и по 62 тысячи часов. Это олимпийские чемпионы в области медитации, настоящие профессионалы. Это все равно, что работать с шахматным гроссмейстером. В своих исследованиях мы не ограничиваемся только опытными практикующими. Мы также работаем с людьми, которые только учатся медитировать. После 2 месяцев тренировки мы наблюдаем значительные позитивные изменения не только в мозге, но и в остальном организме. Антон Луц, Университет Висконсин-Мэдисон. Для нас существенно, что мы уже обнаружили значительные различия между новичками и опытными медитирующими. Но пока еще не доказано, что эти различия вызваны медитацией. Таким образом, на следующем этапе исследования мы постараемся проследить, какие изменения происходят под действием медитации с течением времени. Конференция «Ум и жизнь». Вашингтон, округ Колумбия. Это наша 13-я встреча-диалог под эгидой Института «Ум и жизнь», соучредителем и почетным председателем которого является Его Святейшество Далай-лама. Здесь собрались ученые, философы и религиозные практики, заинтересованные в развитии этой новой области научного исследования, которые изучают ум в сотрудничестве со специалистами в области науки и созерцательных практик. Существует ли в тибетском буддизме миф о сотворении мира? И если существует, то как вы соотносите его со своим интересом к науке?
Согласно тибетскому мифу о возникновении мира, люди произошли от обезьян. Не могу с уверенностью утверждать, что это относится ко всем людям, но, по крайней мере, тибетцы точно произошли от обезьян. Это ведь соотносится с наукой? Good, Mark. Baylor, The Washington Times. Отец Томас Китинг, монах-цистерцианец. Я хотел бы поблагодарить вас, ваше святейшество, за то, что вы стали инициатором этого невероятно важного, на мой взгляд, диалога. Я сам много лет участвую в диалоге между буддистами и христианами. Это замечательно, что мы можем вовлечь в такой диалог многих умных, пусть и нерелигиозных, людей из научного сообщества. В конечном итоге они убедятся, что мистики не такие уж упрямые глупцы. На протяжении 400 лет религию и науку нельзя было подпускать друг к другу, чтобы они не вцепились друг другу в глотку. Мы, наконец-то, начинаем всерьез рассматривать внутренние или мистические переживания. Я думаю, что внутренняя религиозная или духовная практика оказывает влияние на здоровье и приводит к изменениям в мозге, которые мы можем наблюдать с помощью науки. Вы живо, со всей ясностью и без напряжения пребываете в текущем моменте. Мне хотелось бы, чтобы мы смогли использовать такой диалог между созерцателями и учеными, чтобы сделать более сострадательными отношения между врачами и пациентами. Это стало бы нашим огромным вкладом. И, наконец, очевидно, что медитация оказывает воздействие на мозг. И это, возможно, один из редких наглядных примеров того, как исключительно умственная деятельность серьезным образом влияет на работу мозга. Мы оцениваем, как медитация влияет на восприятие боли. Это очень чувствительный прибор, но он автоматически выключается на 49 градусах. А в Дели 49 градусов днем в середине июня. Правда? Но 49 — это максимум. На этой отметке прибор выключается. Тело способно выдерживать 50 градусов Цельсия в течение 3 дней. 50 градусов? Да, конечно. Нам это нужно для оценки болевого порога. А в сканере будет установлен ваш болевой порог? Нет, нет, ваш. Надпись на мониторе. Оцените интенсивность неприятного ощущения. Матьей? Джереми? Я вас слышу, а вы меня? Да, я вас слышу. Хорошо. Все готово. Мы начинаем первое сканирование. Сегодня многие современные ученые пытаются выделить очень узкую, специфическую проблему и найти для нее абсолютное, ни от чего не зависящее решение. Но это невозможно.
Проблема в том, что приборы покажут вам только взаимосвязи, что произошло, где и когда. Для более глубокого понимания необходимо иметь представление о назначении каждого из происходящих процессов. Но приборы такой информации не дают. Давайте представим, что во времена Советского Союза мы установили бы прослушивающие устройства в инженерных системах Кремля и знали бы, когда открывают каждый водопроводный кран или спускают воду в каждом бачке. А кроме того, мы бы точно знали, когда включают или выключают свет. У нас были бы все эти данные. Сегодня, исследуя мозг, мы находимся в похожей ситуации. Жучки установлены по всему Кремлю, но они не сообщают нам то, что мы хотим узнать. Тебе придется потрудиться. Мозжечок по-прежнему видно. Любопытно. Мы обработали данные по 14 из 15 испытуемых, так что результат не окончательный, но близкий к нему. Это непосредственно в центральной доле. Выделяющиеся области связаны с эмоциями. Да, это один из вопросов, на который мы искали ответ. Фонд Темплтон, спонсирующий наш проект, организует конференцию в Филадельфии. Они пригласили меня выступить с докладом и представить результаты наших исследований. Большое спасибо. Наш следующий докладчик — Марио Борегар. Он пишет книгу о духовности и мозге. Так что приготовьтесь к интересному путешествию в неизведанное. Спасибо. Сегодня я представлю удивительные результаты двух функциональных исследований. Наша лаборатория в течение нескольких лет проводила эти исследования в новой области науки, которую мы называем нейрологией духовности. В сравнении с обычными переживаниями, мистические переживания генерируют гораздо более выраженную тета-активность в диапазоне примерно от 4 до 7,5 Гц. Активность была медленной в состоянии бодрствования. Мы видим ее здесь, в центральной части мозга. Здесь видны зоны, связанные с эмоциями, а также зоны, связанные со зрительной корой. Также был задействован ствол головного мозга. А в исходном состоянии мы наблюдали гораздо меньше замедленных волн. Исходя из этого, можно утверждать, что мистические переживания — это не видения, порождаемые мозгом. Важно отметить, что зачастую такие переживания ведут к значительной психологической и духовной трансформации. В заключение мне хотелось бы поблагодарить Винсена Пакетта, который провел эти исследования. Спасибо за внимание. У нас есть вопросы из зала. Несколько человек здесь и еще вон там. Мне понравилось ваше исследование. Уверен, вам было интересно над ним работать, особенно учитывая возможное значение результатов. Мой вопрос. Будет ли разница между тем, как монахини, проводящие по 210 тысяч часов в молитвах, представляют себе единение с Богом, и тем, как они представляют общение с близким человеком, с которым они разговаривают по 40 минут в день? Спасибо. Кто-нибудь хочет ответить на этот вопрос? Господин Борегар, я понимаю, что вы соблюдали определенную осторожность, представляя результаты исследования, но должен сказать, что я разочарован тем, как вы проанализировали случай с этой женщиной. Реймонд? Рейнольдс. Вы сделали это недостаточно тщательно. Если я не ошибаюсь, прозвучало слово «предположительно». Это догадки. Басараб Николеску. Мне кажется, не стоит забывать уроки, преподанные нам историей науки. Великие революции в физике в 20 веке всегда начинались с небольших отклонений, с догадок.
Квантовая теория началась с догадки о существовании черного тела. Не возьмусь утверждать, что услышанный нами доклад из этого ряда. Просто хочу сказать, что не стоит забывать прошлое. Спасибо. Прекрасное завершение обсуждения. Джон Теске, профессор психологии. У скольких кармелиток был опыт сексуальных отношений? Я хочу сказать, что было бы интересно сравнить этот опыт с мистическим с точки зрения мозговой деятельности. Что бы вы почувствовали, если через 10 лет другие исследователи сказали бы, что ваше переживание объясняется определенной химической реакцией? Меня это совершенно не расстроило бы, ни капельки. Я бы просто улыбнулась. Так ли уж важно, что произойдет через 10 лет? Но я считаю, что вера в глубину души человека выше любых слов, а любовь превыше всякого знания. И, следовательно, превыше доказательств. Да, хотя люди всегда будут пытаться понять и точно измерить. Клейтон Нафф, журналист. В Соединенных Штатах очень много людей с нетерпением ждут, что наука даст обоснование религии. Лично я считаю это глубочайшим заблуждением. И хотя некоторые открытия выглядят весьма многообещающе, я думаю, что в конечном счете наука не способна обосновать религию. Эндрю Ньюберг, доктор медицинских наук. Я думаю, наступает новая эпоха, когда люди начинают осознавать, что нам необходимо понять взаимосвязь между духовностью, здоровьем и наукой. Многие мои коллеги настроены очень положительно. Я думаю, если нам удастся соблюдать необходимую научную точность, учитывать недостатки и с осторожностью интерпретировать результаты, то люди будут доверять нашим словам, понимать, зачем мы это делаем. И я надеюсь, что в конечном итоге результаты принесут всем большую пользу. Ну, за науку. Для меня этот эксперимент не был неприятным. Скорее, это была возможность испытать переживания и обнаружить Бога во всем, что нас окружает, даже в том, чтобы оказаться в сканирующем устройстве. Почему бы и нет? Ульям Грасси, доктор наук, основатель института Метанексус. Это исследование с монахинями-кармелитками. Вопрос в том, похоже ли это на то, чем занимаются тибетские буддисты, или это что-то совсем иное. Испытывает ли то же самое Ребе, изучающий Талмуд? Существует множество различных видов религиозных и духовных переживаний и явлений, а у нас даже нет основательной типологии. Изучение чего-то практически неосязаемого — это очень непростая задача. Гораздо проще сканировать мозг человека, двигающего пальцем, и выделить зону, отвечающую за двигательную активность. Но когда человек медитирует или молится и испытывает при этом чудесные чувства, переживает единение с Богом или испытывает другие телесные ощущения, это очень сложный набор процессов. Я думаю, что попытка понять, как все это взаимосвязано с научной и с религиозной точки зрения, даст нам огромный объем информации и поможет совершенно по-новому взглянуть на себя, как на людей. Посмотрите, оно шевелится. Шевелится. Оно живое. Живое. Доктор Сингх, доктор наук в области органической химии, Индия. Ученые изобрели бомбы. Ученые придумали оружие, которым другие злонамеренные люди пользуются в своих целях. Поэтому ученые, а также религиозные лидеры, обладающие мудростью, должны объединить усилия. Ученых нужно всегда приглашать к участию в мирном диалоге. Я с нетерпением жду, когда ученые достигнут такого глубокого уровня, на котором они смогут исследовать природу Будды. Я думаю, что природа Будды должна быть где-то в мозгу.
По завершении исследования с монахинями-кармелитками я хотел бы заняться людьми, пережившими состояние клинической смерти. Эти люди способны заново вызвать у себя измененное состояние сознания, близкое к состоянию во время клинической смерти. Это вполне безопасно. Опасно было бы, если бы мы изучали состояние на грани смерти или переживание ощущения неминуемой смерти. Например, останавливая сердце на несколько секунд или минут. Технически это возможно. Конечно, комитет по этике Университета Монреаля наверняка запретил бы нам это делать. Это идеальный предмет для изучения, и этим никто прежде не занимался. Духовные люди относятся к жизни с неким благоговением и смиренностью. Они готовы принять мысль, что не все доступно пониманию, что есть вещи, которые, строго говоря, выходят за пределы наших способностей, которые, по крайней мере, пока никто не смог понять и, возможно, никогда не поймет. Если под духовностью вы понимаете именно это, то мне представляется, что наука в лучших ее проявлениях высоко духовна.